Почему у этих людей нет друзей, и они любят одиночество? Пятница вечер. Коллеги скидывают в чат «Кто в бар?». Вы читаете сообщение, убираете телефон и наливаете себе чай. Не потому, что вас не позвали. Позвали. Просто вам не хочется. Вам хорошо одному. И вот тут начинается самое интересное. Потому что окружающие, родители, друзья, случайные знакомые почему-то решают, что с вами что-то не так. Тебе нужно больше общаться. Ты так и останешься один. Это ненормально. А что если нормально? Что если некоторые люди действительно выбирают одиночество не от боли, не от страха, а потому что им в нем по-настоящему хорошо? Одиночество и уединение — это разные вещи. Первое, что нужно разделить, и это принципиально важно. Одиночество — loneliness. Это когда вы хотите быть с кем-то, но не можете. Это тоска, пустота, ощущение, что вы выброшены за борт. Одиночество болит. Оно не выбирается, оно случается. Уединение, solitude. Это когда вы можете быть с людьми, но осознанно выбираете побыть с собой. Это тишина, в которой вам комфортно. Пространство, где вы восстанавливаетесь, думаете, чувствуете себя цельным. Разница огромная. Но со стороны выглядит одинаково. Человек один. И вот тут общество начинает навешивать ярлыки. Почему некоторым людям не нужны друзья? Не получается завести, не умеют общаться, а именно не нужны. Или нужны, но совсем не так, как принято думать. Энергия — не бесконечный ресурс. Вот Андрей. Ему 35, программист, живет один, по выходным гуляет с собакой и читает. Друзей в классическом понимании у него нет. Есть пара человек, с которыми он иногда переписывается, и ему этого достаточно. Андрей — интроверт. Не в том карикатурном смысле, что он боится людей или сидит в углу на вечеринках, а в том, что социальное взаимодействие расходует его энергию. Разговоры, даже приятные, для него как бег. Можно, иногда даже нравится, но потом нужен отдых. Психолог Карл Юнг первым описал эту разницу. Экстраверты заряжаются от людей, интроверты — от уединения. Это не болезнь. Это устройство психики, с которым человек рождается. И когда такому человеку говорят «тебе нужно больше общаться», это примерно как говорить марафонцу «тебе нужно больше спринтов». Можно, конечно, но зачем? Высокие стандарты — не высокомерие. Есть еще одна причина, о которой редко говорят вслух. Некоторые люди не находят тех, с кем им интересно. Это звучит заносчиво, но если разобраться, это про честность. Когда вам скучен small talk, когда вы не можете обсуждать чужие отпуска третий час подряд, когда вам нужен собеседник, который готов нырнуть глубже, в идеи, в смыслы, в настоящий разговор. А таких людей мало. Исследование Нормана Ли и Сатоси Каназавы, опубликованное в British Journal of Psychology, показало любопытную закономерность. Для большинства людей частое общение с друзьями повышает уровень счастья. Но для людей с высоким уровнем интеллекта эта зависимость работает в обратную сторону. Чем больше социальных контактов, тем ниже удовлетворенность жизнью. Не потому что умные люди мизантропы, а потому что они находят удовлетворение в другом, в глубоком мышлении, творчестве, решении сложных задач. И поверхностное общение для них не отдых, а помеха, защита, которую не замечаешь. Но есть и другая сторона, та, которую сложнее признать. Вот Катя. Ей 28. Она тоже говорит, что ей комфортно одной. Но если копнуть глубже, в детстве ее лучшая подруга однажды рассказала всем ее секрет. Потом был парень, который исчез без объяснений. Потом коллега, которая дружила только ради выгоды. Катя не выбрала одиночество. Она от него прячется в одиночество. Парадокс, да? Человек боится быть отвергнутым и отвергает всех заранее. Никого не подпущу, никто не сделает больно. Карен Хорни, одна из величайших психологов XX века, называла это базальной тревогой, глубинным чувством незащищенности, которое заставляет человека выстраивать дистанцию с миром. Одиночество становится крепостью, надежной, тихой. Но крепость — это все-таки тюрьма, если из нее нельзя выйти. Мифы, которые пора похоронить. Миф первый. Одиночки — это неудачники.
Общество навязывает простую формулу. Успешный человек равно популярный человек. Много друзей, вечеринки, свадьбы с 200 гостей, а если ты один, значит, с тобой что-то не так. Но вспомните Николу Теслу. Он осознанно отказался от близких отношений и дружбы, чтобы полностью посвятить себя работе. Эмили Диккенсон годами не выходила из дома и написала почти 1800 стихотворений, которые изменили американскую поэзию. Карл Густав Юнг, тот самый, кто описал интроверсию, уходил в многомесячное уединение, чтобы работать над своими главными идеями. Одиночество этих людей не было поражением. Оно было инструментом. Миф второй. Все одиночки — интроверты. Не обязательно. Человек может быть абсолютным экстравертом по темпераменту, но при этом не иметь близких друзей. Потому что он переехал в новый город, потому что его ценности изменились, потому что у него нет времени, потому что он пережил предательство и еще не оправился. Отсутствие друзей — это ситуация, не диагноз. Миф третий. Если тебе хорошо одному, ты просто не пробовал настоящую дружбу. Это как говорить вегетарианцу, что он просто не пробовал правильный стейк. Люди разные. Для кого-то 3 близких друга — это основа жизни. Для кого-то 1 более чем достаточно. А для кого-то самый важный собеседник — это он сам. И ни один из этих вариантов не лучше другого. Что на самом деле происходит в голове у одиночки? Внутренний мир — не пустота. Люди, которые любят уединение, чаще всего обладают богатым внутренним миром. Это не поэтическое преувеличение, это психологический факт. Дональд Винникотт, британский психоаналитик, в 1958 году описал концепцию способности быть одному — «the capacity to be alone». Он считал, что это один из важнейших признаков эмоциональной зрелости. Суть вот в чем. Ребенок, который в детстве чувствовал себя в безопасности рядом с родителями, учится быть спокойным наедине с собой. Он не нуждается в постоянном внешнем подтверждении. «Я существую, я важен, я нужен». Он это знает, это записано внутри. Такой человек во взрослой жизни может спокойно проводить время один. Не потому, что ему некуда пойти, а потому, что ему хорошо с самим собой. У него внутри надежная опора. Не пустота, а наполненность. Социальная батарейка — реальная штука. Нейробиология подтверждает то, о чем интроверты знали всегда. Мозг разных людей по-разному реагирует на социальные стимулы. У интровертов выше активность в тех зонах мозга, которые отвечают за внутреннюю обработку информации, размышления, планирование, анализ. У экстравертов в зонах, связанных с внешними стимулами и вознаграждением от социальных контактов. Это не метафора, это разное железо. И требовать от интроверта постоянного общения все равно, что требовать от дизельного двигателя работать на бензине. Технически можно попробовать, практически сломается. Как понять, это осознанный выбор или проблема? Вот здесь самое важное, потому что граница тонкая, и честный ответ может дать только сам человек. Это осознанный выбор, если вам спокойно одному, не тревожно, не пусто, именно спокойно. Вы можете общаться, когда захотите. У вас есть этот навык, вы просто не пользуетесь им постоянно. Ваше одиночество наполнено чтением, творчеством, размышлениями, хобби. Вы не чувствуете обиды на людей, просто не нуждаетесь в постоянном контакте. Если кто-то близкий позвонит, вы будете рады, но если не позвонит, вы не будете страдать. Это тревожный сигнал «если». Вы хотите общаться, но не можете. Страх, тревога, стыд мешают сделать первый шаг. Вам больно от одиночества. Но вы убеждаете себя, что так и надо. Вы избегаете людей, потому что боитесь быть отвергнутым или преданным. Одиночество стало вашей единственной стратегией справляться с жизнью. Вы чувствуете нарастающую апатию, потерю интереса к вещам, которые раньше радовали. Первый вариант — это уединение. Второй — изоляция. И разница между ними, как между диетой и голоданием. Одно — выбор, другое — симптом. Что с этим делать конкретно? Если вы одиночка и вам хорошо, перестаньте оправдываться. Ваш образ жизни не нуждается в защите.
Вы не обязаны объяснять маме, почему у вас нет компании из 10 друзей. Не обязаны ходить на корпоративы, чтобы не казаться странным. Создайте свой ритм. Определите, сколько общения вам реально нужно, и придерживайтесь этой нормы. Может, это один ужин с другом раз в месяц. Может, 2 сообщения в неделю. Ваша норма только ваша. Не закрывайте дверь полностью. Любить одиночество не значит стать затворником. Поддерживайте минимальные связи с людьми, которые вам важны. Даже если это один человек. Если вы подозреваете, что прячетесь, задайте себе честный вопрос. Не «мне нравится быть одному», а «я боюсь быть с кем-то». Это 2 совершенно разных вопроса, и ответы на них ведут в разные стороны. Попробуйте маленькие шаги. Не надо сразу бросаться в гущу людей. 1 разговор, 1 сообщение старому знакомому, 1 кофе не в одиночестве. Посмотрите, что вы почувствуете – страх или облегчение. Техника «окно в крепости». Если вы выстроили стену вокруг себя, не нужно ее сносить. Просто сделайте одно окно, впустите 1 человека. Посмотрите, что будет. Стена никуда не денется, но свет будет. Если рядом с вами одиночка, не лечите его. Не навязывайте общение, не организовывайте случайные встречи, не повторяйте «тебе нужны люди». Он это слышал 1000 раз, и это не помогает. Будьте тихой гаванью. Лучшее, что вы можете сделать, быть рядом без давления. Я здесь, если что. Не обижусь, если не ответишь сразу. Такое отношение ценится одиночками больше любых вечеринок. Уважайте границы. Если человек сказал «мне нужно побыть одному», это не отказ от вас. Это забота о себе. Примите это. Когда нужна помощь специалиста? Есть ситуации, когда одиночество перестает быть выбором и становится ловушкой. Важно это распознать. Социальная тревожность. Когда страх осуждения и оценки настолько силен, что любой контакт превращается в пытку. Это не стеснительность, это расстройство, и с ним работают. Депрессия. Когда вы не просто хотите побыть один, а не можете заставить себя выйти из дома. Когда пропадает интерес ко всему, включая те вещи, которые раньше наполняли ваше одиночество смыслом. Избегающий тип привязанности. Когда за маской «мне никто не нужен» скрывается глубокий страх близости, сформированный еще в детстве. Винникот различал здоровую способность быть одному и защитное отстранение. Первое — зрелость. Второе — рана, которая просто хорошо замаскирована. Обратиться к психологу не значит признать, что с вами что-то не так. Это значит захотеть разобраться, чье это решение — ваше или вашего страха. Право быть одному. Мы живем в мире, который обожает экстраверсию. Соцсети требуют постоянной вовлеченности. Культура навязывает идею, что настоящая жизнь — это толпа друзей, шумные вечеринки и бесконечное общение. Ну а настоящая жизнь — это та, в которой вам хорошо. Если вам хорошо в тишине, с книгой, с чашкой чая и с самим собой, это не поломка. Это не то, что нужно исправлять. Одиночество по выбору — это не отсутствие любви к людям, это присутствие любви к себе. Это умение находить глубину там, где другие ищут ширину. Это способность слышать собственные мысли, когда весь мир орет. И если вы один из тех людей, у которых нет друзей, не потому что не смогли, а потому что не захотели, знайте, с вами все в порядке. Вы не сломаны. Вы просто устроены иначе. И это абсолютно нормально.